Всех приветствую на канале. Мы вышли на прогулку. А погулять мы пришли на нашу Актаускую скальную тропу. Раньше здесь было все вот в таких камнях. Раньше были старые пирсы. Сейчас один там поставили для трамвайчика. Все покажу. Прогуляемся. Здесь такие у нас обрывы, скалы, но их все застроили. Огромные трещины, что-то уже обваливается. Но прогуляться очень приятно. Сейчас март. Зелени еще нету. Да, мы приходили на эти камни купаться. Вода очень сильно отошла. Эти камни стояли в воде многие. Так, здесь есть небольшая фотозона, которую исписали. Смотрите, какая лавочка интересная. Скамья примирения. Я думала, скамья любви. Эти петроглифы, наверное, еще мы писали когда-то. Красиво скалу смотреть с моря, когда на трамвайчике катаешься. Она вся подсвечивается. Не знаю, зимой подсвечивается или нет. А летом, когда тепло, трамвайчик работает, подсвечивается хорошо. Так, а вот пирс, но это не старый пирс. Да, это же не Фетисово старый пирс, это новый пирс для трамвайчика, да? Для морского трамвайчика. Единственное, здесь, конечно, все в лестницах. Молодым-то скакать нормально. Смотрите, понастроили прямо на самом краю. Конечно, все эти скалы уже разворотили. Сейчас, наверное, трамвайчик еще не ходит, да? Так, у нас в 80-е и 90-е море очень сильно приходило, увеличивалось. И вот этот пирс, это был пирс Фетисово, его полностью затопило в то время. Вода перестала прибывать, наверное, где-то к 2000-му, начало 2000-е года. Потом она остановилась, вода, какое-то время уровень моря держался. Сейчас очень сильно море убывает. Но море сейчас уже ниже уровня нашего детства. Нет. Не ниже? По-моему, ниже. Здесь была дорожка асфальтированная внизу. Да? Да. А, ну может ее просто уже размыло, от нее ничего не осталось? Нет, я имею в виду, может ее не видно? Нет, конечно. Она под слоем песка, может ее было бы уже и видно. Ракушек нанесло там. Но здесь вообще не было берега. Камни все стояли в воде отсюда. Мальчишки ныряли. Ну, сегодня тепло, хорошо прям. Я боялась замерзну. Жарковато. Тут на камне нашли надпись 1957 года. Прошли, правда, что-то муж поздно сказал. Здесь можно подъезжать. Мы со стороны яхт-клуба пошли. А здесь наверху есть еще стоянка с лестницей. Ну, конечно, облагородили. Все неплохо. Но вандалы регулярно что-нибудь делают. То ломают, то поджигают. То, кстати, вот эти камни бывают отваливаются. А вот лестница наверх к стоянке. Тоже это 4-й микрорайон. Оттуда можно спускаться. Вот здесь прям целый пляж образовался. Смотри, да? Прям пляж. Каменистый заход на пятачки. Ну, у нас
Много каменистых мест. 4-й микрорайон, один из них. Здесь всегда камни были. Не знаю, видно, нет. Берег в камешках, но в принципе зайти можно. Решили спуститься, мы водичку потрогать. Ну, в нашем городе вода всегда прохладная. Это из-за нашего маяка опреснительного завода. Когда его строили, искали специально, когда город ставили, прохладное место для охлаждения. Ну, нормально. Нет, нормально. Еще и ноги намочили. Поэтому у нас вода холодная. Вот со стороны Баку, Махачкалы, Ирана, там вода намного теплее. Но у нас тоже бывают деньки теплые. Мы сделали такие смотровые площадочки. Я, если честно, эту дорожку в круговую ни разу не обходила. Были только со стороны 5-го микрорайона. Эта часть была то ли на реконструкцию еще закрыта, то ли ее не доделали. Так здесь мы немножко были, но, по-моему, до сюда мы ни разу не доходили, да, с тобой? Вода, кстати, градусов 12-13. Фух, запыхалась по лестницам бегать. Вот это получается мыс. Ой, этот пирс Фетисова был. А подсветка, кстати, уже включилась. Красные фонарики есть. Ну, сейчас мы зайдем за мыс. А вон здесь спуск есть. Вниз, что ли, он идет, да? Вот. Мыс обходит. Солнышко уже садится. Сейчас около 7 часов вечера. А сегодня сколько градусов была температура? Градусов 14. Но еще думала, около моря прохладно будет, еще в шубке вышла. Потому что наши ветра даже с плюс 5 кажется как будто сильный минус. Смотри, какой туннельчик. Там что, где даже родник был, да? Родник. С которого сказали, ни в коем случае пить нельзя. А некоторые тут проходят. Мы в свое время в детстве пили, а сейчас А вон он капает. сточных хвост, наверное, много. Да, со сточных вод. Кто-то здесь окунается иногда, лицо умывает. Вот она капает. А, вот и здесь капает, смотри. Вот она капает, и здесь сочится. Вот так, ракушняк у нас пористый. Перещили. Не, если бы сточные воды были, они бы воняли. Брали пробу. Ага, и что? Много всего, чего. Чего нету в родниках? Потому что там сейчас дома стоят. Да, там Наверху у них септики там. все скалы поставили, септики. А вон, смотри, где течет, оказывается. А я видео смотрела. Народ умывается. Ух ты. Ой-ой-ой. Прям мокро. Короче, как-то так. Смотрите, как обыграли камни. Да, это все вот отсюда периодически отваливается. А сейчас там наверху полностью все застроили. Просто метра свободного нету. И так что здесь до сих пор регулярно бывают обвалы. Ну, там кто-то ходит, там заборы стоят. Здесь еще пещерка есть.
Сейчас найдем ее. Смотрите, какие камни. Кстати, мы похожие видели в Египте. Только там из кораллов. А у нас получается ракушечник. А там точно такие, только из кораллов. Это мы ездили в Рас-Мухаммед, в Шарм-эль-Шейхе. Вот нас водили туда, самая, получается, южная точка Синая. Хотя и в районе аэропорта тоже мы в каком-то отеле были. Там тоже похожие скалы есть. Ну, очень красиво, конечно. Природа красива. Нашли удочку. У нас, кстати, еще много лебедей. Уточка. И утки прилетают, и лебеди прилетают, и фламинго. Ну, раньше у нас фламинго на Солончаках было, сейчас на озере. Ехать далеко надо. Гуляем. Сейчас солнышко выглянуло. Какой красивый вид. Ух, и прибой. У нас несколько дней такой ветер сильный был. Сейчас немножко есть ветерок, но не сильный. Обошли мы мыс. Тропинка идет до гостиницы Каспиан Ривьера. Что-то муж говорит, что было 2 пещеры. Одну пещеру взорвали, когда гостиницу строили, а вторая была. А вон там не пещеры, вон, смотри, там что-то есть. Ниша? Ну, то тоже ниша. Не совсем пещера. Сейчас, наверное, попробуем все-таки дойти. Посмотрим. Говорит, какую-то закрыли из-за вероятности обвала, потому что, да, обвалы здесь регулярненько. Иногда ее закрывают, когда камни упадут. Но, слава богу, жертв не было. Как-то всю ночь обвалы случаются. Ну, прям, ну, невозможно налюбоваться. Тропа уже подходит к концу. Сейчас мы ниши посмотрим. Кстати, тропа достаточно длинная. Туда-обратно не все оселят. Но мы все-таки попытаемся, потому что нас шин около яхт-клуба бросили. Солнышко еще не зашло. Еще чуть-чуть. Да, раньше это скала, наверху пустырь, все было пусто, никаких застроек, ничего не было. Сейчас живого места нету, все застроили. Не только под коммерцию и под частные дома. Сейчас раньше, когда у нас дома стояли на первой линии с хорошим видом на море, сейчас впереди уже всяких ЖК понастроили, уже позакрывали людям весь вид. Ну, как всегда и как везде. Дошли мы до этих ниш. Потом построили, по-моему, явно жилой. Ну что, огонь, наверное. Ну, наверное, была подсветка, но уже все сломано. Наверное, с подсветкой был. Да, пещерку мы ту не нашли, скорее всего, ее закрыли. Которую я видела. Даже не знаю где, но знаю, где-то на скальной тропе. Только из-за этой пещерки на всю тропу согласилась идти. Сейчас сходим на пирс. Оттуда посмотрим еще. Дошли мы на пирсик.
Вот так вот, смотрите, все застроили. А это, кстати, вон там легендарный наш маяк на 9-этажке, на жилой. Много лет функционировал он. Сейчас он уже как бы не нужен. Не знаю, по-моему, работает он, да? До сих пор, но уже не работает? В резерве как идет как аварийный маяк. А, в резерве идет как аварийный маяк. Но его буквально недавно закрыли. Прям буквально недавно. Солнышко спряталось за тучки. Прям волнит хорошо, но здесь и ветерок больше, чем за мысом. Вот так прям берут, строят. И потом скалы откалываются у нас. И ручьи текут непонятные. Кто посещал нашу Актаускую скальную тропу, обязательно делитесь впечатлениями и пишите комментарии. Подсветочка уже включилась. Мы уже почти дошли до конца обратно. Так, здесь спуск тоже подсвечивается. Мы сейчас еще доедем домой на наш пляж рядом с домом. И со стороны посмотрим. Как раз еще больше стемнеет. Посмотрю, как со стороны выглядит. Зашли мы на тот пирсик, где морские трамвайчики останавливаются. Что-то засветло. Мы не догадались сюда зайти. А сейчас уже тропу и не видно. Ну, она подсвечивается. Тоже непонятно, что-то гостиница, что ли, не было раньше ее. Вот так. А там уже город. Приехали мы на свой пляж. Море нам уже плохо видно. Так, ну совсем не важно, конечно, от нас видно на видео. Нам хорошо видно, кстати. Вот так вот на мысе скальная тропа с подсветочкой выглядит. Ну, при увеличении что-то плохо видно, да? Вот так вот она вся подсвечивается. А на сегодня все. Всем удачи и пока.